Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз конец июля, август 2026, точка невозврата или 6 шагов к вашей новой реальности. Вот давайте мы с вами узнаем, что же изменится в вашей судьбе до конца лета. И у нас такие планетарные транзиты уже буквально в конце июля. Ретро-Меркурий завершает свое попятное обратное движение, переходит в директное, прямое, и стало быть, некоторые вопросы у нас будут более быстро решаться. Но на смену ему приходит ретро-Сатурн, который продлится, этот транзит, до 11 декабря, очень долго. И Сатурн строгий учитель. По Сатурну мы говорим, это традиции, структура, границы и вопросы обязательств. И Венера в Деве до 7 августа – время земных энергий, наведение порядка в собственной жизни, а также 29 июля у нас полнолуние происходит в Водолее, и это совпадает с транзитом Юпитера во Льве. Что это значит? Яркие события и громкие новости. Вот давайте мы с вами узнаем. Этот период следует пройти без напряжения, уметь держать фокус внимания на чем-то самым главным и правильно оценить разворачивающиеся вокруг события или то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что происходит, возможно, в жизни людей нас близко окружающих. Итак, пройдем с вами 6 шагов. И первый шаг – кто или что тянет вас вверх, а что, наоборот, как забирает вашу энергию. Итак, что для вас прогресс, мои дорогие весы, а что, наоборот, регресс, что как черная дыра, в которую, возможно, уходит ваша энергия. Вторая карта – отношения. Кто зеркалит вас, кто проявит себя неожиданно в этот период. Откуда придут возможности, в чем ваши ресурсы, мои дорогие весы, давайте с вами узнаем. Ну и что оставить в прошлом, что уже теперь не имеет значения. Важные события, пятый шаг, и что изменится, что вам сейчас важно услышать. Возможно, где-то для себя держать это тоже в фокусе внимания, потому что не все однозначно, что-то будет меняться определенно. Ну и на будущее, к чему приготовиться. Помните, что период конца июля и август судьба расчищает нам путь. Итак, первая позиция, которая состоит из 2 карт. Так что же вас, именно для вас как прогресс, что вас тянет вверх именно, что способствует тому, чтобы сбывались ваши мечты, какая-то новость. И, конечно, туз жезлов – это всегда карта шанса. Возможно, неожиданное что-то вы услышите. Значит, есть для этого какие-то предпосылки. Жезлы, мы говорим чаще всего, дела, работа, бизнес, вполне вероятно. Пусть это даже если и связано с отношениями, но, к примеру, это могут быть вопросы документов, вопросы каких-то важных договоренностей, встреч, контактов. Вы можете столкнуться с таким человеком, который вам что-то может предложить. Все же эта неожиданность присутствует у нас буквально на карте жезл, как будто из костра, из ниоткуда появляется. Поэтому будьте готовы к каким-то внезапным, таким поворотным моментам в вашей судьбе, когда в этом есть шанс. Ведь иногда бывают эти шансы к нам приходят не то, что неожиданно, а мы даже поначалу с этим не соглашаемся. Давайте сразу откроем вторую карту. Что вас тянет вниз? 7 кубков. С одной стороны, много желаний. С одной стороны, это как выбор присутствует, да, и что-то вас радует. Но по этой карте мы знаем, есть заминки. Почему? Потому что иллюзорность. И есть то, как дело какое-то, к которому мы никак не можем приступить. Давайте достанем дополнительные карты. Итак, если мы говорим, что вас именно тянет вверх, что для вас прогресс, посмотрите, шикарный аркан, карта «Мир». И меня смотрят люди из разных стран. Возможно, для кого-то из вас именно такой момент наступит. У кого-то в личной жизни, у кого-то это будет связано с работой, с вашей карьерой, когда вот именно вам договариваться придется. Ну а вы короли дипломатии, мои дорогие любимые весы. Поэтому, значит, может быть какая-то внезапная, неожиданная новость, поворотный момент, не случайная случайность. Я все-таки настаиваю на этом, потому как вот это сочетание аркан мир и туз жезлов, судьба перед вами открывает новую дорогу. И будет очень важно где-то не подраскиснуть или не сказать себе самому или самой, что ну я еще понаблюдаю, я еще подожду. Ну а потом оно, может быть, как-то вернется на круги своя. Не ждите того, что уже в принципе пытается как саму
прошлое, остаться в этом прошлом, оттолкнуться, может быть, от вас уже где-то так. Потому как есть тут, с одной стороны, возможность что-то очень красиво завершить. Все-таки последний старший аркан, и это мир. Завершить это, когда вы получаете, ну, если не бонус, то какой-то очень добрый итог. Когда доводите до ума какое-то дело, в этом тоже будет ваш прогресс. В этом будет, по сути дела, ваша сила. Но и мир – это гармония, это как раз то, о чем говорит, свидетельствует ваш знак зодиака. И, конечно, опять же, меня смотрят люди из разных стран, и я искренне надеюсь, что мир на планете Земля все-таки восторжествует, а сильные мира сего сумеют договориться. Но если мы говорим о вашем знаке зодиака, то договариваться придется. По крайней мере, вам это не так тяжело будет сделать, и вы не упустите какую-то возможность. Поэтому любое, наверное, известие стоит как минимум профильтровать, не выносить какой-то резкий вердикт. Хорошо, давайте узнаем о семерке кубков. Так что же для вас, как черная дыра? Что может тянуть назад? Вот это да, да? А ведь это карта эго. И это карта выбора правильного направления. У вас очень ответственный период, мои дорогие весы. Если мы себе вот возьмем, да, вот это 50 на 50, с одной стороны, выбор правильного направления. Какое направление вы изберете? Что вы для себя предпочтете? Или где-то воспоминания о прошлом, или о том, что вот как по семерке кубков выбор, да, большой. Кажется, это колода ведьмочек у нас. Хочется выбрать и одно, и второе, а может быть все 7 кубков, а взять мы можем только один. И очень часто, когда перед нами, ну, где-то у нас хорошее настроение по этой карте, несомненно, вдохновение присутствует, это несколько нас расслабляет. Это тоже можем отнести, что нас тянет назад, да. А вот выбор в тот момент, когда мы где-то к этому не готовы, вам придется делать. И с одной стороны, мы не готовы, потому что мы хотим, чтобы было ровно так, как мы хотим, если мы говорим карта нашего эго, солнце. Но на кону стоит именно выбор вашего правильного направления. Здесь вот нельзя что-то упустить. Я вижу так. С чем это связано? Давайте посмотрим, что за ситуация такая. А вот правда вас что-то будет радовать. У кого-то из вас состоится встреча, или, может быть, вы узнаете какую-то новость, причем та новость, которая будет связана с трансформацией. У кого-то будет та новость, когда вы можете услышать о каком-то, допустим, человеке, или вы можете услышать какое-то свидетельство о том, что ну, вот что-то меняется вокруг вас. Возможно, это связано с переменами в жизни людей, вас окружающих, или перемены на работе. Здесь вот есть какая-то трансформация, ведь по аркану башни я тоже часто говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А здесь хочется расслабиться, здесь совсем других энергий хочется, а тут наоборот себя приходится взять как будто в руки и действительно рассматривать либо какое-то предложение, рассматривать какую-то новость или изменившиеся условия, изменившиеся обстоятельства и ни разу не замечтаться. С одной стороны, и не в ожидании, не в надежде на то, что вернется как прежняя какая-то ситуация, но точно так же, или вернувшись в ситуация, как будто выстроит для вас какую-то более надежную палитру, как вам действовать. Скорее всего, мои дорогие весы, будьте готовы к тому, что обстоятельства меняются, и вам придется подход этих событий внешних тоже подстраиваться, адаптироваться. И я вижу именно так. В этом ваша удача, в этом буквально ваша фортуна и в этом ваше солнце. Придется менять планы, мои дорогие. Двойка жезлов – это часто, ну, как статика. Вот мы стоим, да, планы мы строим, но это такие феерические еще планы, которые непонятно, приступим мы к осуществлению или нет. Но мы с вами спрашиваем, так что же на самом деле, что за ситуация? И все карты нам говорят, тут действовать надо, да? Успеть запрыгнуть в этот последний вагон уходящего поезда. А мы как будто можем наполниться той энергией, когда хочется подождать, или когда нам кажется, что все вернется на круги своя. Да, тут какая-то пауза. Вот, знаете, было бы, наверное, определенной ошибкой сказать себе самому или самой, что, ну нет, вот я еще подожду, я еще понаблюдаю. Вы уже как будто набрали силу, и у вас самое время делать какой-то важный выбор. Одно дело – это аналитика. Все же ваш знак зодиака – это стихия воздуха. А стихия воздуха, мы говорим, интеллект.
есть вот, видимо, в вашей жизни или будет в течение августа месяца, возможно, и в конце июля, то, как вот новость или какая-то не случайная случайность или какое-то событие в вашей судьбе, когда вам нужно будет сказать: я в каком-то деле сделал все, что мог, и я иду вперед. Идти вперед, мои дорогие. Вот я вижу больше именно так. Более для того по аркану. Тут ведь именно, смотрите, добрые энергии на кону. Карта мир, карта солнца. А мы как будто можем и подзастрять, или подзастрять в том, что тут действует все-таки башня. Есть момент непредсказуемости. Мы так раньше не поступали, мы раньше так не думали. А здесь вот именно с учетом обстоятельств или того, что происходит, что вы слышите, вам нужно адаптироваться к той ситуации, которая есть. Давайте узнаем по отношениям, кто появится неожиданно, а возможно зеркалит вас. Возможность заработать деньги, карта финансового успеха. Но это карта еще и поддержки, помощи высших сил. У вас очень ресурсное время для себя самого или самой сделать что-то очень важное, очень главное. У каждого будет как-то по-своему. У кого-то будет больше касаться личной жизни, истории, но точно так же у кого-то может быть связано с бизнесом или с карьерой. И значит, примите во внимание, что здесь могут меняться как людские судьбы. Вы словно на ладони будете видеть, что некоторые люди, возможно, как пытаются уйти из вашей жизни. Вот не надо здесь кого-то удерживать. Здесь, наверное, скорее реализм вам будет помогать. И даже если мы что-то, хотим удержать, мы не хотим отпускать, все равно идет ситуация в развитии так, что какая-то история стремится либо трансформироваться, либо как перейти на новый уровень. Поэтому тут нет смысла сожалеть о прошлом. У вас очень добрые энергии, мои дорогие весы. Здесь само по себе согласие, и, кстати, шестерка пентаклей – это, знаете, как наивысший баланс. Поэтому любую историю, любую непроясненную какую-то ситуацию вы можете для себя абсолютно точно сформировать видение, причем такое не может быть и если, а что же происходит на самом деле. И как каким-то моментом воспользоваться, опять же, при помощи высших сил. Но если мы спросили про отношения, и выпадает шестерка пентаклей, здесь могут быть люди, которые вам готовы помогать. Те люди, которые вам готовы, может быть, вот эта готовность, попутно скажу, она не совсем такая, как вы этого ожидали. Возможно, это на какой-то процент человек с вами согласится, а на какой-то процент он будет либо настаивать, либо просто будет преследовать какие-то свои прерогативы. Это тоже нормально. Значит, не следует ждать, когда на 100% что-то там, как вы получите согласие воспользоваться моментом, мои дорогие. Но помощь приходит. У кого-то из вас неожиданная помощь, может быть буквально финансовая. Что же еще? Да, даже тут может быть такая ситуация, когда вам кто-то откликнется, если правда для кого актуально. Именно финансы. В вашем окружении есть тот человек, который вас может поддержать, кто зеркалит вас. Тут тот может быть или человек, или история, когда вам даже сама судьба может предоставить его величество случай неожиданной поездки или случай какого-то предложения. Я все-таки настаиваю, здесь будет что-то внезапное, как стечение обстоятельств, или то, что мы называем случайностью. Но любая случайность в это время для вас абсолютно не случайна. Это так складывает судьба. То, что какое-то время было до этого промежутка, и у нас, я говорила, что уже сам конец июля месяца может стать поворотным, может быть действительно яркое событие, громкая какая-то новость, которую вы услышите, и она вроде бы как не вписывается даже в наше понимание, в наше мировоззрение. Но здесь не время, мои дорогие. Вы как будете, знаете, не просто на выборе, а вот этот выбор без выбора у вас может быть. Более того, может быть и захочется словно голову в песок, да, вот так побыть этим страусом. Но я надеюсь, вы понимаете мой сленг. И не видеть, и не слышать что-то, потому что может быть такая ситуация, когда как внутри нас что-то противится, потому что мы имеем свои жизненные позиции, мы имеем свое видение, опять же, людей и обстоятельств, но тем не менее, девятка мечей,
карта искаженного восприятия. Солнце уже на восходе, как будто уже давным-давно пора покинуть то место, которое вас, либо в котором вы, скорее, печалились, или где вам было не очень комфортно. Это я условно говорю. У кого-то может совпадать буквально с поездкой физически, на физическом плане. Вам придется куда-то поехать. И тогда это тоже может быть для вас как сложный выбор, нужно мне туда ехать или нет. Тогда помните, что на кону по нулевому аркану здесь идет какая-то глобальная у вас перезагрузка. И если мы говорим о финансовой тоже истории, возможно, кто ищет из вас работу или желает какой-то свой проект продвинуть, вам и это придется пересматривать и корректировать планы, потому что, опять же, какая-то новость, у нас паж пентаклей, скорее всего, это весть будет какая-то, у кого-то может проиграться так, что меняются именно финансовые системы, вам придется где-то тоже адаптироваться к этому и, возможно, еще что-то изучать. То здесь у нас буквально карта лежит перед нашим пажом, и он уже как будто выбирает свой путь. Вот и у вас вот этот новый нулевой аркан, как новый путь, новый цикл вашей жизни, который вам придется еще и выбирать. Но выбор этот, опять же повторюсь, он такой вот несколько может казаться однобоким. Или то, что выбор, как я говорила, без выбора. И здесь не ожидать нужно, а самому себе сказать или самой себе: а почему бы и нет? Потому что то, что касалось прежних проектов, здесь как будто вы сделали все, что могли. Вот такая перезагрузка. Но если про отношения. Отношения, возможно, кому-то, посмотрите, 5 мечей. Здесь придется мириться. Потому как это первая победа. Победу одержали, но радости от этого что-то маловато. Поэтому кому-то придется идти из вас на компромисс, будьте к этому готовы. Но здесь, правда, могла быть даже в отношениях у кого-то из вас нашла коса на камень. Тогда будьте готовы к тому, что судьба может такой поворот совершить, когда и вам, и какому-то человеку придется именно договариваться. В этом тоже будет Его Величество случай, в этом будет знак судьбы. Ваша карта, по сути дела. И для вас, мои дорогие девочки, король мечей может означать даже вы сами, но вот в таких более прагматичных мужских энергиях, может быть, вам и придется какие-то серьезные достаточно вопросы решать. И вот такой трезвой, холодной головой. Для вас, мои дорогие мужчины, здесь все то, что я уже говорила, но для каждого из вас здесь я не исключаю такую ситуацию, когда вам даже потребуется, мы говорили о взаимодействии, и даже, возможно, с теми людьми, с кем были конфликты. А здесь как будто сама судьба выравнивает эту траекторию и заставляет двух людей встретиться и совершить вот этот важный разговор или какую-то откровенную беседу. Вполне вероятно, вам еще и понадобится вторично, как знание закона, консультация у кого-то юриста, потому что по этой карте проходят у нас эксперты. Все то, что в реальности, все то, что холодным умом, и никаких эмоций, но высшие силы вам в этом помогают. Давайте узнаем следующую карту. Откуда придут возможности? Слушайте свою интуицию. Более того, что вам помогает? Вам помогает молчание. Все же карта Верховная Жрица – это карта той, которая все знает. По этой карте может всплыть какая-то неожиданная правда. По этой карте может произойти какое-то событие, мои дорогие. Когда вы имели представление какое-то свое об этом событии или о конкретном человеке, вот здесь вы можете что-то узнать такое, что вас заставит пересмотреть как и свои планы, так и отношение к человеку. По аркану Верховной Жрицы здесь может быть еще и ваш какой-то собственный проект, задумка, когда вы понимаете, молчание буквально это золото, вам это помогает. Чем меньше о вас знают, тем вы спокойнее спите, будьте внимательны, потому что откуда, если мы говорим, приходят возможности? Вы сами, как будто проанализировав, да, мы только что говорили, холодная голова, вот почему она нужна, аналитика, интеллект, когда вы что-то проанализируете и видите, нет, тут совсем не так, как мне пытаются преподать какую-то ситуацию. Здесь мне нужно действовать уже по-другому. Вам буквально это будет помогать. И все-таки от выбора вам не уйти. Может быть, выбор даже буквально
Если мы говорим по части поездки, здесь могут меняться и маршруты, здесь могут сдвигаться временные промежутки, будьте к этому тоже готовы. Более того, вполне вероятно, услышанная новость вас заставит изменить этот маршрут или несколько скорректировать собственные планы. Тогда никому не сообщайте о том, что вы решили что-то переиграть, передумать. Это вам буквально помогает. Посмотрите, молчание – это точно, это не знак согласия. Молчание – это молчание, это умение себя сохранять по-новому. И аркан – сила, энергетика как у мага, а маг, известно, великий практик. Но эта карта еще соответствует как критическое мышление или солнце в Деве. Да, это будет значительно позже солнце в Деве, но, видимо, вы постепенно, шаг за шагом увеличиваете свою силу или вашу способность договариваться, вашу способность к дипломатии не во благо всех, а во благо самого себя или самой себя. Для кого-то из вас это будет история в личной жизни, и для вас, мои дорогие мужчины, это может быть важная женщина в вашей жизни, когда вам тоже придется делать какой-то выбор для вас, мои дорогие девочки. Я тоже могу допустить, что непростая история во взаимоотношениях, но тут важно будет тогда себя не потерять. Вполне вероятно, 13-й старший аркан, и я искренне надеюсь, что большинство из вас правильно воспринимают эту карту, это именно, опять же, трансформация. Две трансформации. И это может выражаться как в двух неожиданных событиях или в получении новостей каких-то, когда, я уже говорила, какая-то история связана с прошлым. Но здесь как судьбы людские могут меняться. Могут меняться у людей планы, и это будет оказывать влияние на вас также. Вам придется неизбежно подстраиваться, адаптироваться под то, что будет происходить. И в этом есть определенный смысл, потому что ваша сила как увеличивается. Возможно, вы столкнетесь даже, если мы говорим о новости. Та новость, которая нас может шокировать, будьте к этому готовы. Я не говорю для всех и для каждого, но у кого-то это может проиграться. Но тогда помните, мои дорогие любимые весы, значит, реальность, она уже требует другого. Нам ничего не остается, как сказать самим себе. Я сделал все, что мог. Теперь нужно идти вперед. И прошлое, мы много с вами уже говорили на эту тему, как будто будет желание, да, как вот окунуться еще раз в это прошлое, или как оглянуться назад и вот вспомнить что-то. Есть, может быть, и сожаление, которое будет где-то навевать те мысли о том периоде, когда, ну вот вам тоже было хорошо, поверьте, мои дорогие весы, на кону все равно солнце. Стало быть, вы отстроите намного более счастливую реальность, чем та, о которой остались только лишь воспоминания. У вас будет неизбежно в этот период какой-то поворотный, судьбоносный момент. Что оставить в прошлом? Давайте мы с вами перейдем вот так вот плавно к следующей карте, к 4-му шагу. Что оставить в прошлом? Вот и пусть оно и остается в прошлом, правда? Я всегда говорю, вот такая заноза, мелкая карта, 5 пентаклей. Это недостаток взаимопонимания, а еще это недостаток по финансам. Вот это надо оставить в прошлом. Ну и все то, что я говорила, я уже не буду дополнительные карты доставать, потому что тут все предельно ясно. Уходить максимально от каких-то, может быть, и трат, которые в данный момент не нужны. Сохранять, может быть, и финансы. Конец июля, август, потому что деньги могут понадобиться. И любая какая-то ситуация, когда, знаете, не стоит, хочется сказать, плодить недругов. Или не хочется себя, вот у вас должно быть такое чувство, мне нужно для себя как какую-то более такую дорожку ровную проложить, чтобы не было таких, которые ждут момента, я имею в виду персонажей, подставить подножку. Поэтому даже если мы берем такую совершенно, банальную какую-то историю, лучше пусть этот человек, пусть он даже если не станет вашим другом, но он из лагеря недругов перейдет хотя бы в лагерь нейтралитета, да, вот это будет для вас тоже очень важный шаг. Оставляйте все это в прошлом, где-то не эмоционируйте, но примите к сведению, что договариваться придется. Важные события, что изменится в вашей жизни и что важно услышать. 4 мечей.
И как ни странно, по этой карте тоже мы приводим мысли в порядок, по этой карте мы приводим наш дом в порядок. Мы выбрасываем, кстати, все то, что не нужно, и по части мыслей это тоже будет актуально. По четверке мечей будет у вас и тот период, или, может быть, это пару дней, когда нужно будет именно что-то хладнокровно обдумать и принять во внимание, что какая-то история продолжаться не может. И, видимо, не подзастрять по четверке мечей. То есть всегда есть такой момент, что наша, вот как в этой карте, да, ведьмочка прилегла отдохнуть, но вот уже паутина растет. Мы с вами говорили, что тут есть момент такой, что, ну, как хочется подождать или хочется пронаблюдать, как разовьется ситуация. Пронаблюдать можно, но мы в этом не должны, как окунувшись, застрять опять же. Королева жезлов. Королева жезлов – это деятельная позиция, это позиция сильного человека для кого-то из вас. Бизнес-вумен, мои дорогие. Вот, девочки, для вас какой-то проект. Тут нужно к чему-то приступить, тут действовать нужно будет. Сначала что-то обдумав, важное событие или что вам нужно услышать. Значит, есть то, что вы услышите, или то, что вы узнаете. Проанализировать определенно стоит. И тогда ваш интеллект подскажет, как вам правильно взаимодействовать с людьми, раз, и как вам правильно распорядиться финансами, два. Что отличает королеву жезлов? Правильная работа с информацией, правильный поиск информации и правильное отношение к деньгам. Поэтому и создается эта сильная позиция. Она не происходит из ниоткуда. Всегда, как по истории этой карты, королеве жезлов соответствует сложный путь, который она прошла в одиночку и больше уже не желает находить еще раз какие-то грабли. И, видимо, в результате вот таких вот ваших действий, все то, что я описала, приходит не только победа, а приходит еще и праздник. Но к этому празднику вас ведет дорожка, та, которая состоит из ваших решений, причем таких хладнокровных решений, и из правильных действий. Это все то, о чем мы с вами говорили. Но главный итог, который вас будет определенно радовать. Более того, по этой карте у нас всегда есть единомышленники, потому что этот праздник мы можем разделить с друзьями. Может быть, вот эти две четверки, смотрите, на смену мы как... С одной стороны, это ситуация выбора. Мы можем сидеть и просто сожалеть. Мы можем жить воспоминаниями, но мы можем перевести эти воспоминания в какую-то более рациональную плоскость и сказать, что я не буду, мне рано этими воспоминаниями жить. Мне сейчас нужно именно перейти к действиям, а из того, что в прошлом, ну, может быть, не состоялось, хотя тут нам уже буквально Паш приносит кубок, тут есть какая-то возможность, а человек как будто даже этого не видит. Вот не упустите какую-то возможность, шанс. Возможно, это будет через какую-либо новость, или через события, которые происходят даже в жизни людей, вас окружающих. Вам что-то может даже не понравиться, повторюсь, или вы можете кому-то сочувствовать, мои дорогие весы. Вы можете даже, ну, где-то проникнуться какой-то жизненной историей конкретного человека, а карта нам говорит, чья-то история – это не твоя история. Вы можете столкнуться с тем, что кому-то не очень хорошо в этот период. Будьте к этому готовы, кстати. И вам кто-то, буквально вот как в нашей жизни бывает, вам будет кто-то рассказывать, к примеру, свою грустную историю. Вот я не исключаю такого. И мы можем углубиться настолько, что мы подумаем, ну надо же, как это случилось, или ну почему вот именно так. И мы как будто начинаем проживать не свою жизнь. Вот это вам тоже может мешать. Это вам тоже, видимо, нужно услышать, потому что, опять же, я уже не раз говорила, две карты трансформации. Ведь вы можете столкнуться с чьей-то трансформацией, причем сложной трансформацией. А между тем, таким образом вам судьба расчищает путь. Вот давайте узнаем, к чему же приготовиться. Это карта изобилия, процветания. Это карта радости. Кстати, это карта эгоиста, тем не менее. На этой карте всегда изображен один человек. Ну, по крайней мере, в большинстве колод. И, несомненно, эта карта будет свидетельствовать о том, что финансовый прогресс у вас может быть. Вы можете решить даже очень сложное.
может быть, где-то патовые ситуации, которые были связаны с финансами. Вот такие энергии у вас идут, в течение августа они у вас будут, поэтому пользуйтесь этим моментом. Но мы ведь хотим по этой карте поступить так, как мы хотим. А мы с вами говорили, что компромисс, договариваться придется. На кону солнца мы тоже говорили, карта эго. Вот где-то в этом значении две эти карты перекликаются. Поэтому вот к чему приготовиться? Да, судьба расчищает путь. Но это, знаете, не быть чересчур самонадеянным определенно стоит. Постоянно держать руку на пульсе. Даже если высшие силы вам помогают, то как минимум стоит предусмотреть то, что в любой момент что-то может пойти не по плану, что-то может меняться, и вам придется сохранять как и себя самих, так и свои приоритеты. Возможно, никому ничего о себе не рассказывайте, о своих планах тоже. Это вам будет дважды, трижды помогать. Тогда, знаете, как инстинкт самосохранения работает лучше. Или тогда вы правильнее как-то распорядитесь, может быть, финансами. Вот будет какая-то неожиданная, такая неоднозначная ситуация, когда, возможно, даже от вас кто-то потребует помощи или попросит ее, а вам и в этом придется принимать какой-то сложный выбор. Тем не менее, судьба вам расчищает путь, мои дорогие любимые весы. Карта изобилия, процветания и еще карта императрица. Для кого-то из вас на кону смена статуса. И эта смена статуса может касаться как и жизни личной, так и в точности может касаться вашей карьеры, вашего финансового положения, вопросов решения дома или вашего места проживания, или где вы планируете. Вот на кону дальше это то, что будет продолжено, возможно, осенью. И где-то ретро-Плутон, который завершит свое ретроградное обратное движение в середине октября, он ведь там тоже подсказывает, что есть некоторые темы в нашей жизни, которые шаг за шагом постепенно будут решаться в течение лета. И окончательное решение мы найдем где-то осенью. Поэтому продолжение какое-то следует, причем для вас посмотрите, какие волшебные энергии. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.